Здравствуйте, с вами Фирюза Инчилина, и вы на канале «Откровенно науки». Сегодня мы поговорим об одном важном мысленном эксперименте в квантовой механике. Чтобы убедить Бора и его сторонников в неполноте квантовой механики, Эйнштейн придумывал различные мысленные эксперименты. Но его оппоненты всегда находили логические доводы, чтобы убедить его в обратном. Но Эйнштейн не сдавался. И вот в 1935 году он совместно с Борисом Подольским и Натаном Розиным придумал действительно заковыристый эксперимент, который должен был нанести сокрушительный удар по квантовой механике. Представим две частицы. Они некоторое время взаимодействуют, а затем разлетаются далеко в разные стороны. Через некоторое время мы измеряем импульс первой частицы. По закону сохранения импульса сразу можем определить и импульс второй частицы. Или же измеряем координату первой частицы и, используя неподвижность центра масс системы, определяем координату второй частицы. Обратите внимание, вторую частицу мы не трогаем, вообще не трогаем. Получается парадоксальная ситуация. Мы можем по своему выбору определить либо импульс второй частицы, либо ее координату с любой требуемой точностью. А ведь она находится очень далеко. Связи с ней никакой нет. Если мы можем определить импульс второй частицы, не воздействуя на нее, значит, этот импульс у нее уже есть. Также, если мы можем определить ее точное положение, значит, положение второй частицы тоже уже есть. Оно определенное. Следовательно, частица обладает одновременно и точной координатой, и точным импульсом. Но тогда получается, что соотношение неопределенности Гейзенберга отражает не физическую реальность, а лишь наше незнание или нашу неспособность получить точную информацию. Вывод Эйнштейна. Квантовая механика неполна. Нильс Бор отнесся к аргументу Эйнштейна чрезвычайно серьезно. Более того, он был встревожен. Неужели Эйнштейн все-таки прав? Он отложил все свои дела и начал изучать эксперимент и думать над ответом. Уже через месяц он опубликовал ответ в виде статьи, чтобы в очередной раз защитить квантовую механику от обвинения в неполноте. Но Бор потерпел поражение. Он не смог убедить ни Эйнштейна, ни других противников квантовой механики. Более того, даже некоторые сторонники копенгагенской интерпретации, включая Луи де Бройля, перестали поддерживать Бора и приняли аргументы Эйнштейна. Почему ответ Бора не оказался убедительным? Потому что он не привел новых доводов в защиту квантовой механики, а повторил уже известное о роли измерительных приборов при исследовании квантовых объектов. Он еще раз повторил, что математический аппарат квантовой механики не содержит внутренних противоречий. Но Бор не сделал никаких возражений против аргументов Эйнштейна. Вот как прокомментировал этот спор известный философ Карл Поппер в книге «Квантовая теория и раскол физики». Я считаю, что эта интерпретация формализа опровергнута экспериментом Эйнштейна, Подольского и Розина, ибо отсутствует вмешательство в дела частицы А, которая может находиться весьма далеко в тот момент, когда мы возмущаем частицу Б, измеряя ее координату или импульс. Хотя этот довод прост и ясен, а потому убедителен, он не принят в качестве такового. Мне представляется, что причина тому авторитет Бора, а не сила его контраргументов. Ибо по сравнению с простыми и ясными идеями Эйнштейна, контраргументы Бора весьма трудны для понимания. Эйнштейн никогда не понимал их, как он сам мне говорил, и я не встречал ни одного физика, способного изложить их просто и ясно. Если рассматривать этот спор с позиции современного знания, становится ясно, что речь в споре шла именно о нелокальности, о существовании мгновенной связи между удаленными частицами или, в общем случае, между удаленными частями одной квантовой системы. Однако ни Эйнштейн, ни Бор тогда не формулировали проблему в этих терминах, и еще долго она не обсуждалась так прямо. Эйнштейн фактически уловил наличие такой связи, но именно как нечто недопустимое.
Он исходил из того, что измерение одной частицы не может физически повлиять на другую, находящуюся далеко. Поэтому, если после измерения первой частицы мы с уверенностью приписываем второй частице определенный импульс или координату, то, по его логике, эти величины должны были принадлежать ей изначально. Возможность мгновенной связи между частицами он считал настолько неприемлемой, что даже не обсуждал ее всерьез, а молчаливо исключал как абсурдную. Нильс Бор, безусловно, чувствовал, к чему ведет аргументация Эйнштейна. Однако он не формулировал проблему в терминах действия на расстоянии и избегал самой идеи мгновенного физического взаимодействия между удаленными объектами. Он последовательно придерживался своей позиции. Квантовые явления нельзя разделять на независимые части и рассматривать их по отдельности, как если бы речь шла об обычной механической системе. По его убеждению, именно такая попытка и приводит к противоречию с классической логикой. Поэтому он сознательно обходил прямые разговоры о дальнодействии, переводя обсуждение в язык целостности системы и зависимости ее свойств от условий измерения. Таким образом, оба участника спора не называли проблему в тех терминах, которые стали очевидны позже. Эйнштейн нигде прямо не говорил, что квантовая механика не локальна и потому противоречит интуитивному представлению о причинности. Он лишь позже в частной переписке назвал это жутким действием. В самой же дискуссии он исходил из локальности как из неоспоримого принципа. Напомню, что локальность – это принцип, согласно которому тело может повлиять на другое тело не быстрее, чем со скоростью света. Если смотреть на этот спор ретроспективно, создается впечатление, что оба ученых, Эйнштейн и Бор, обходили центральный пункт – сам факт возможной нелокальности. Возможно, если бы этот вопрос был сформулирован предельно прямо, дискуссия приобрела бы более четкие очертания и не растянулась на десятилетия. Итак, Эйнштейн вместе с Подольским и Розиным смог доказать следующее. Если мы не верим в жуткое действие на расстоянии, то мы вынуждены сделать вывод, что никакой неопределенности не существует. И в этом смысле квантовая механика описывает реальность неполно. Большинство физиков того времени не допускали возможности нелокального взаимодействия, поэтому аргументация Эйнштейна серьезно поколебала их уверенность в полноте квантовой механики. Эйнштейн показал, что при сохранении принципа локальности теория либо нуждается в дополнении, либо требует пересмотра своих оснований. Эксперимент Эйнштейна, Подольского, Розина ценен прежде всего как мысленный эксперимент. Он позволяет ясно увидеть, что в основании квантовой механики скрыта проблема нелокальности. Однако, если бы этот эксперимент был проверен в реальности, то это не помогло бы разрешить спор, так как одни и те же результаты каждая сторона интерпретировала бы в рамках своей позиции. Именно поэтому сам по себе этот эксперимент не способен был поставить окончательную точку в дискуссии. Можно отметить, что идея, лежащая в основе эксперимента Эйнштейна, Подольского, Розина, многократно реализовывалась в реальных физических исследованиях. Один из примеров – эксперимент Артура Комптона по рассеянию рентгеновских лучей на электронах. В этом эксперименте происходит упругое столкновение двух частиц – налетающего фотона и электрона, находящегося в атоме. Хотя электрон связан в атоме, его энергии связи можно пренебречь по сравнению с энергией рентгеновского фотона. Эйнштейн и Бор напрямую не обсуждали эксперимент Комптона в своих спорах. Однако, используя логику, которую они применяли в дискуссии вокруг мысленного эксперимента Эйнштейна, Подольского, Розина, нетрудно понять, как каждый из них интерпретировал бы результаты рассеяния рентгеновских лучей. Эйнштейн мог бы рассуждать так. Если после столкновения импульсы фотона и электрона действительно неопределенны,
то при измерении импульса каждой частицы мы получаем некоторое случайное значение в пределах этой неопределенности. Но в таком случае не будет выполняться закон сохранения импульса в каждом отдельном измерении. Другими словами, закон сохранения импульса выполнялся бы лишь статистически, в среднем по многим событиям. Однако эксперимент Комптона показывал, что в каждом отдельном столкновении импульс сохраняется строго. Следовательно, заключил Эйнштейн, неопределенность не относится к реальному движению частиц. Она отражает лишь неполноту квантового описания. С точки зрения Бора, после столкновения фотон и электрон уже нельзя рассматривать как два независимых объекта. Они образуют единую квантовую систему. Это отражено и в математическом аппарате. Система описывается общей волновой функцией, в которой состояния фотона и электрона неразделимы. Волновая функция фотона зависит от состояния электрона, а волновая функция электрона – от состояния фотона. Поэтому, измеряя, например, импульс электрона, мы воздействуем не на отдельную частицу, а на всю систему фотон-электрон. В момент измерения происходит скачкообразное изменение состояния всей системы, коллапс волновой функции. И только после этого и фотон, и электрон приобретают определенные значения импульса. Лишь с этого момента их можно рассматривать как независимые объекты. Эксперимент Эйнштейна-Подольского-Розина был гениальной интеллектуальной провокацией. Он заставил физиков поставить вопрос ребром. Что существует реально? Физические свойства или результаты измерений? Этот спор продолжается и сегодня. В интерпретациях квантовой механики, квантовой информации, в квантовых измерениях, фундаментальной физики. Мы еще неоднократно вернемся к этому эксперименту, потому что исторически он был ключевым в понимании квантовой механики. Этот эксперимент не разрушил квантовую механику, но заставил физиков увидеть, насколько парадоксальна и непривычна картина мира, которую она предлагает. Спасибо за ваше внимание и интерес к откровенной науке. Подписывайтесь, ставьте лайк. До встречи в новых научных историях.